В сегодняшней передаче я предлагаю продолжить обсуждение темы, которую в атомной отрасли порой называют бэкэндом. От добычи урана до производства ядерного топлива мы с вами уже пробежались в первой части интервью с Василием Владимировичем Тининым, чья должность в Росатоме именуется директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, облученного ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов. Василий Тинин возглавляет новый дивизион Росатома «Экологические решения». Название этого его поста звучит, конечно, короче, но длинный вариант должности точнее отражает те направления деятельности, которые поручены этому дивизиону. Хотя общее время нашего разговора с Василием Владимировичем на полях Атомэкспо-24 составило около часа, этого времени все равно хватило только на то, чтобы в беглом темпе крупными мазками пройтись по основным направлениям области ответственности дивизиона. Если тема покажется вам, уважаемые зрители и слушатели, интересной и заслуживающей вашего внимания, я с удовольствием ее продолжу. Если удачно сложатся обстоятельства, то, возможно, еще и не в одиночку. Во второй части интервью мы чуточку коснулись такого интересного направления, как у нас на глазах складывающийся международный рынок бэкэнда. Прежде всего, это, конечно, работа с урановыми хвостохранилищами на территории бывших советских республик Средней Азии, Киргизии и Таджикистана. Технологии, имеющиеся к нынешнему времени у Росатома, позволяют обеспечить надежное хранение ураносодержащих отвалов, дезактивировать оборудование шахт и горнообогатительных заводов, тем самым позволяя расстаться с этим видом ядерного наследия. На всякий случай напомню, что уран добывали не только на территории бывшего СССР. Потому нельзя исключать возможность того, что за опытом и компетенциями Российской атомной корпорации будут обращаться и другие потенциальные заказчики. Что касается Киргизии и Таджикистана, то технологически правильная консервация бывших месторождений – это точно не некий свободный рынок со всем, что этому присуще. Есть решение стран СНГ, на основании которого Россия, как наследник СССР, и приводит в порядок все то, что осталось на территории постсоветских республик в результате ядерной гонки вооружений прошлого века. Но есть и другое направление, углубляться в которое Василий Тинин не стал. Не из-за государственных секретов, а из-за международной обстановки вокруг России в настоящее время. Рынок вывода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов не только международный, но еще и растущий. Ни для кого не секрет, что многие страны Евросоюза мудрейшим образом отказались от развития атомной энергетики. Такая вот была политическая воля. Но политика политикой, а остановленные атомные электростанции, предприятия по производству ядерного топлива, декретами и директивами демонтировать не получается. По самым скромным оценкам, емкость современного мирового атомного рынка вывода из эксплуатации оценивается в 400 миллиардов долларов. И этот рынок продолжает расти. Но об этом в следующий раз. И, конечно, при наличии интереса с вашей стороны. Наиболее острая проблема для ряда стран – необходимость демонтажа и ликвидации промышленных реакторов, остановленных после подписания соответствующих международных договоров об ограничении ядерной гонки вооружений. Тип таких реакторов везде один и тот же – уран-графитовые. Потому и проблема одна на всех – графитовая. За время нахождения графитовой кладки в активной зоне реактора в ней образуется радиоактивный изотоп углерода – углерод-14. Углерод-14 бета-радиоактивен, период полураспада порядка 600 лет. Как любой другой изотоп углерода, он чрезвычайно легко усваивается всеми живыми организмами и растениями. А графит при демонтаже очень охотно превращается в пыль. Впервые ликвидацию уран-графитового реактора специалисты Росатома провели в Северске, где для этого был создан опытно-демонстрационный центр по выводу из эксплуатации уран-графитовых реакторов, или ОДЦ-УГР. Был момент, когда большой интерес к этому ОДЦ проявляла МАГАТЭ, шли переговоры о том, чтобы центр получил международный статус. Сейчас некая пауза, которая требуется зарубежным коллегам для трезвой оценки реальной действительности. Росатом, разумеется, не ждет окончания этого мыслительного процесса, поскольку оружейный ядерный комплекс в свое время обеспечивали необходимыми делящимися материалами при помощи далеко не одного реактора такого типа. О том, как развивается это направление и как нарабатываемый опыт будет использован при демонтаже энергетических реакторов РБМК, реакторов большой мощности канальных, в сегодняшней передаче. Очень важной составной частью дивизиона «Экологические решения» является знаменитый ГХК – горно-химический комбинат, он же «Скала», расположенный в славном городе Железногорске Красноярского края. В свое время наряду с «Маяком» в Озерске и СХК в Северске ГХК был одним из 3 производственных центров по наработке материалов для ядерных боезарядов. Однако с началом мирного периода значение ГХК для всего Росатома остается чрезвычайно важным. Здесь построено сухое и мокрое хранилище для облученного ядерного топлива, получаемое из водоводяных реакторов.
Здесь действует опытно-демонстрационный центр переработки облученного ядерного топлива. На день сегодняшний у Росатома в наличии только один радиохимический завод, перерабатывающий облученное топливо – РТ-1 на производственном объединении «Маяк». Его мощностей достаточно на сегодняшний день, но темп работы Росатома всем нам хорошо известен. В настоящее время строится 22 атомных энергоблока за рубежом, теперь уже 4 энергоблока в России. Корпорация готовится к запуску в работу сразу 4 плавучих атомных электростанций и атомной электростанции малой мощности в Якутии. Отдельное конструкторское бюро машиностроения и ЗИО «Подольск» едва ли не конвейерным методом создают новые и новые реакторы для атомных ледоколов. Для будущих радиохимических заводов в Железногорске объем работы на горизонте более чем достаточен. А вот почему на горно-химическом комбинате будет не один, а сразу 2 завода по переработке облученного топлива, в сегодняшней части интервью с Василием Владимировичем Тининым. Как, впрочем, и еще несколько тем, связанных именно с ГХК, единственным в России предприятием, где освоено производство МОКС-топлива, теперь уже из переработанного облученного топлива и извлеченного из него энергетического плутония. Но для замыкания ядерного топливного цикла необходима технология переработки и МОКС-топлива, иначе в замкнутой цепочке исчезает одно из звеньев. Давайте еще разок, поскольку это действительно важно. Переработка топлива обычных, действующих и строящихся водоводяных реакторов уже освоена на РТ-1 производственного объединения «Маяк». СНУП топлива, которое будут использовать на реакторы с быстрыми нейтронами со свинцовым теплоносителем Брест-300, принципиально будет перерабатываться там же, на предстанционной площадке. Модуль фабрикации и рефабрикации топлива является составной частью единого проекта «Прорыв». МОКС-топливо, предназначенное для использования на реакторах с быстрыми нейтронами с натриевым теплоносителем, тоже необходимо перерабатывать. Но даже эти планы – это еще не все, что задумано для этой структуры Росатома. Один из результатов облучения ядерного топлива любого типа в реакторах любого типа – образование тех самых минорных актиноидов или актинидов, оба названия правильно, о которых я уже неоднократно рассказывал. Минорные актиноиды – это химические элементы, не существующие на планете Земля. Они образуются только в атомных реакторах, обладают высокой радиоактивностью и огромным периодом полураспада. Именно для изоляции минорных актиноидов едва ли не все страны, имеющие атомные электростанции, долгие годы занимаются поисками мест для так называемого геологического захоронения этого вида высокоактивных веществ. Слово «геологический» в данном случае не случайно, поскольку период полураспада минорных актиноидов исчисляется сотнями тысяч лет, объектам захоронения предстоит выполнять свои функции тоже миллионы лет. А это уже сроки, которые действительно можно считать именно геологическими. Очень непростой вариант. И на сегодняшний день единственный уже решенный проект – это гранитное отложение на территории Финляндии. Росатом, как известно, уже получил технологию иного решения проблемы минорных актиноидов. Уже не теоретически, а на практике доказано, что реакторы на быстрых нейтронах способны дожигать эти вещества. Уже разработана топливная композиция, в состав которой будут включать эти, можно сказать, высокорадиоактивные яды. Не буду повторять все подробности по этому поводу, они уже были изложены в интервью с Александром Анатольевичем Павлюком, директором департамента по новым ядерным продуктам холдинга ТВЭЛ. Однако расчеты, проведенные специалистами Росатома, показывают, что планируемое к строительству реактора на быстрых нейтронах не справится со всем объемом минорных актиноидов. Напомню, что только за пределами России Росатом в настоящее время ведет строительство 22 атомных энергоблоков, облученное топливо которых, к сожалению, тоже будет содержать все те же минорные актиноиды. Анализ ситуации позволяет сделать только один вывод. Росатому требуется дополнительный сжигатель минорных актиноидов. Реактор, который должен быть создан именно для этой цели. И в 2019 году корпорация приняла решение о разработке проекта исследовательского жидкосолевого реактора на быстрых нейтронах, который планируется к строительству именно на горно-химическом комбинате. То, что именно на горно-химическом комбинате, совершенно логично, поскольку именно здесь будут работать радиохимические предприятия по переработке облученного топлива водоводяных реакторов и по переработке облученного МОКС-топлива. Переработка позволит выделять минорные актиноиды, которые здесь же, в Железногорске, будут отправляться в активную зону жидкосолевого реактора. О планах, связанных с проектом такого реактора, рассказал Василий Владимирович Тинин в этой части интервью с ним. Рассказал, но из-за краткости беседы тоже только в ознакомительном режиме. На большее количество подробностей элементарно не хватило времени. Так что от меня вполне традиционная фраза. Если эта тема кажется вам, уважаемые зрители и слушатели, заслуживающей интереса и внимания, сообщайте об этом в ваших комментариях. С удовольствием откликнусь.
Коснулись мы в нашем разговоре с Василием Тининым и еще одной темы – предстоящих выводов из эксплуатации и реакторов типа ВВР, рабочей лошадки как нашей, так и зарубежной атомной индустрии. Напомню, что первые энергетические реакторы такого типа ВВР-210 и ВВР-365 были введены в эксплуатацию в составе первого и второго энергоблока Нововоронежской атомной электростанции. Первые реакторы ВВР-440 – это тоже Нововоронежская атомная электростанция, энергоблоки номер 3 и 4. Здесь же отрабатывались технологии продления срока эксплуатации реакторов ВВР, но это уже отдельная история, сейчас о другом. Энергоблок Нововоронежской АЭС номер 1 был окончательно остановлен в 1984 году, энергоблок номер 2 в 1990 году, энергоблок номер 3 в 2016 году. И именно здесь, на Нововоронежской атомной электростанции, концерн Росэнергоатом в 2013 году создал отдельную структуру – опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации – ОДИЦ. В том же 2013 году ОДИЦ получил лицензию Ростехнадзора на вывод из эксплуатации блоков номер 1 и номер 2 Нововоронежской АЭС. Непосредственная работа на этих блоках начата в 2015 году. Планируемый срок окончания – 2035 год. Вопрос о том, войдет ли опытно-демонстрационный инженерный центр в состав дивизиона «Экологические решения», его руководителю просто напрашивался. А каким был ответ, можно узнать в сегодняшней передаче. На этом список необходимых пояснений ко второй части интервью с Василием Владимировичем Тининым, мне кажется, заканчивается. Если я что-то упустил, жду замечаний и вопросов, как и предложений относительно всех тем, которые прозвучали в этой беседе. Коснулись финансирования, ведь на самом деле то, что государству необходимо тратить деньги, то, что атомной корпорации необходимо тратить деньги для того, чтобы наладить обращение с радиоактивными отходами, расстаться с ядерным наследием, это одно. С другой стороны, сейчас, насколько я могу понять, формируется международный такой бизнес по выводу тех самых ядерно- и радиационно опасных объектов. Европа к своей атомной программе относится несколько иначе, чем мы это делаем в России. Останавливаются заводы, где когда-то производилось топливо, фабриковалось топливо. То есть там много этих объектов. И, в принципе, во всех странах понимают, что от этого необходимо избавляться. То есть это рано или поздно превратится в такой необходимый бизнес, как бы это там, может быть, немножко цинично не звучало, но если в какой-то стране нужно решить проблему с ядерно-радиационно опасным объектом, у них технологий нет. Значит, он где-то будет искать те организации, у которых уже есть. Уже можно посмотреть, какие у них достигнуты результаты, убедиться, что это правильная технология. Вы готовы к таким вызовам, к выходу с нашими технологиями? Конечно. Точно готовы. И работы, проводимые в том же Кыргызстане и Таджикистане, подчеркивают нашу готовность и наличие технологий к различным объектам, переводить их или в то или иное безопасное состояние, либо ликвидировать, в зависимости от того, какова судьба и обоснованность конечного состояния этого объекта. Ровно то же самое касается и других объектов и стран. Если страна готова, использовать референтный опыт Российской Федерации, который мы можем продемонстрировать на своих объектах, мы всегда готовы. Конечно, обидно, что работая по выводу из эксплуатации Игналинской атомной электростанции выиграла какая-то немецкая компания, но бывает. Бывает, ничего страшного. На самом деле, что касается уран-графитовых реакторов, это тоже такая проблема, которая стоит не только перед Россией, везде, во всех странах, где появилось ядерное оружие, эта проблема есть. Уран-графитовые реакторы, которые необходимо не только вывести из эксплуатации, но и каким-то образом просто провести демонтаж. У нас есть опытно-демонстрационный центр, есть опыт, но он пока один, или вы готовы уже к тому, что это будет масштабироваться? У нас уран-графитовых реакторов было больше. И не только огромная РБМК-1000, но и те самые, где шла наработка плутония. Да, абсолютно вы правы. У нас графитовых реакторов различного типа намного больше. Первое, которые решали оборонные задачи, о которых вы говорите, промышленные. И для них выбран, путь консервации на месте. Да, и наше законодательство позволяет выбирать этот вариант, обращения с этим объектом, и он основан на двух таких
таких основных фундаментальных вещах. Если потенциальная опасность работ и обращения с тем, что мы будем вытаскивать, намного выше, чем потенциальная опасность, если мы оставим и создадим многобарьерную систему безопасности, плюс вторая составляющая – это, конечно, стоимость, то объект может быть законсервирован на месте, как особо радиоактивные отходы, переведенные в этот класс, и изолирован на многие, по крайней мере, сотни лет вперед. Но это не просто мы там прикопали объект, это очень сложные инженерные барьеры, инженерные технологические решения, и таких объектов у нас целый ряд, в том числе уран-графит реакторы. Для примера, например, не буду упоминать объект, было открытое хранилище, отнесенное к особым радиоактивным отходам, прикидывали, по какому из вариантов идти. Значит, для того, чтобы сделать из него лужайку, всего лишь надо было, по оценкам, 80 триллионов рублей. 80 триллионов рублей, вам же нужно его достать, но при этом сначала создать мощности по переработке того, что создать дополнительные хранилища. Надо придумать, как доставать. Технологию голыми руками придумать. иногда не очень удобно. Да, поэтому действительно есть такие объекты. И к пуграм, так называемым, уран-графитовым промышленным реакторам, которые использовались для, скажем, создания оборонного щита, применяются такие технологии ровно. Точно вы подчеркнули, что создан опытно-демонстрационный центр. На сегодняшний момент у нас на СХК, на УДЦ «Угре», бывшем объекте СХК, Сибирском химическом комбинате, законсервирован один объект. В 2023 году на горно-химическом комбинате мы закончили одновременно 2 таких реактора, консервацию 2 таких реакторов. Опять же, возвращаясь к УГРУ, на сегодняшний момент закончен проект, получена лицензия, мы разворачиваем работы по следующим реакторам, то есть линейка этих реакторов по консервации, для такого типа, о которых мы только что сказали, понятно, и мы будем идти по этому пути. Второй вопрос. Приходим к РБМК. Он большой. Он очень большой. Небольшой, если сравнивать с промышленными реакторами. Все, так это же относительно, большой или маленький. Он использовался для других нужд, и государство говорит: ребята, вы же на нем электричество наработали, давайте-ка постараемся сделать все для того, чтобы мы не оставили этот объект как наследие, потому что он уже решал несколько другие задачи. Да, действительно, вопрос к графиту есть. Я специально для зрителей: графит, который используется как замедлитель, рано или поздно набирает уровень радиации. Графит каким-то образом утилизировать, он, к сожалению, очень летуч. И вот как с этим бороться, отдельная технология просто необходима, потому что радиоактивный графит, он действительно вред приносит, он очень легко усваивается в окружающей среде, и есть риск того, что это будет попадать в пищу не только к животным, но и к нам, если не продумать, как сделать так, чтобы этого не было. Давайте не пугать людей, понятно. Углерод везде у нас, он легко встраивается, в любую цепочку пищевую и какую-либо, И самое главное, он потенциально может загореться и попасть в атмосферу. И там куча, можем сейчас рассказать таких страшилок, которые скажут: что натворили. На самом деле не все так плохо. Опять же, госкорпорация уже не первый десяток лет пытается решить проблему графита. Найдена она на сегодняшний момент 100%? Отвечаю честно, нет. Есть варианты идти по тому способу, по другому, которые, каждый из них имеет свои плюсы или минусы, но не надо думать, что мы здесь как-то притормаживаем. Нет. Проблема графита не решена нигде в мире. Нигде в мире не решена. Не решена. Но при этом мы законодательно намного впереди наших зарубежных кто партнеры, кто не партнеры, в общем, коллег, скажем, атомщики, атомщики. Во-первых, у нас определена возможность
и состояние этого графита, в котором мы можем его захоранивать. То есть те исследования, которые проводились в течение действительно десятков лет, те наработки показали, что захоранить можно. В каком виде? И на сегодняшний момент мы, по сути дела, дорабатываем законодательную нормативную базу для того, чтобы эти отходы можно было размещать в определенные типы хранилищ для окончательной изоляции. То есть, ну, наверное, пройдет там год, два, три, там, и мы получим такое решение, согласованное и с научным сообществом, и с техническим сообществом, мы пообсуждаем, значит, это и с людьми нашими, да. Но самое главное, мы не останавливаемся. Мы продолжаем исследования, продолжаем различные работы в поиске оптимальных вариантов обращения с графитом. Ну, итак, уже с одним типом реакторов мы пообщались, с следующим. Первичные решения, которые нам позволяют начинать работу по выводу из эксплуатации, принципиально есть, но точно будем думать, потому что вывод из эксплуатации — это дорогая игрушка, да? И это не происходит мгновенно. Нельзя за 2 месяца разобрать все РБМК-1000. Это работа на реакторе обычно это горизонт 10 лет. Ну, чтобы быть честными, это создание инфраструктуры, обращение с РАО, потом, многие технические вещи, которые будут происходить там. Поэтому пока они безопасно содержатся у нас, да, находятся в очень неплохом состоянии, у нас еще есть этот лаг времени, и мы не бежим просто по нему. Хотя мы имеем некую степень готовности стартануть уже завтра. В атомной энергетике быстро, по-моему, вообще ничего не происходит, потому что задача номер 0 – это безопасность. Вот, исходя из нее, каждый шаг проверяют, перепроверяют. Когда 3 раза перепроверили, пришел Ростехнадзор для того, чтобы перепроверить 4-й, 5-й и 6-й заодно. Поэтому в такой спешке, что вот мгновенно решена какая-то задача, так не бывает. Вот раз мы касались судьбы Железногорска, там впервые в истории Росатома проектируется строительство жидкосолевого реактора. Одна из задач, для решения которых он создается, это те самые минорные актиниды, особо высокоактивные вещества, не существующие в природе, вырастающие только в атомных реакторах. И, наверное, можно назвать радиоактивным ядом. Еще одна их особенность – это сроки жизни. Периоды полураспада, измеряющиеся сотнями тысяч лет. И это та самая проблема, из-за которой во многих странах идут разработки геологических захоронений, сверхглубокие скважины, закрытые гранитом, мрамором и там чем угодно еще. Есть надежда, что у ЖКХ вот такой проект удастся реализовать? Давайте я тогда более подробно про ГКК в целом, да. Во-первых, горно-химический комбинат, просто я почему хочу так рассказать, чтобы встроить ЖСР в цепочку жизни. Значит, давайте начнем с того. Первое. Госкорпорация приняла стратегию замкнутого ядерно-топливного цикла. О чем это говорит, уважаемые зрители? Это говорит о том, что то топливо, отработавшее, которое мы выгружаем из реакторов, имеет огромный потенциал энергообеспеченности. Мы выжигаем не более 5%, то есть у нас 95% ценных компонентов может быть возвращено, значит, для повторного использования в энергетике. Такую стратегию мы приняли. Мы уже сказали, у нас уже есть одно действующее радиохимическое производство на прекрасном производственном объединении «Маяк». Оно работает, функционирует, и дай бог им здоровья, и пускай развивается. И я, как директор госполитики, обязан просто это делать. Второе предприятие, понимая, что масштаб задач растет, энергетика растет, нам нужны мощности по радиохимии. Поэтому в настоящий момент на горном химическом комбинате заканчивается сооружение еще одного радиохимического комплекса, опытно-демонстрационного центра по радиохимии, который состоит из 2 частей.
исследовательский, где, значит, этот комплекс позволит нам вообще разрабатывать и отрабатывать в дальнейшем новейшие технологические решения, направленные на снижение себестоимости, на объем РАО и много-много других задачек. И вторая, значит, задача. Мы строим комплекс номер 2 ОДЦ, который уже в промышленном масштабе, производительность там порядка там, до 200, с возможностью роста до 400 переработки по тяжелому металлу. Это уже такое производство, но которое включило в себя не совсем те технологии, которые у нас используются на маяке, а это следующее поколение технологий, которые мы должны отработать. И если мы докажем их неработоспособность, увеличив вообще мощности в целом Российской Федерации, есть еще потребность у нас в дополнительной переработке отработавшего ядерное топливо по двум причинам. Первое, мы выбрали вроде бы курс, и не вроде бы, а движемся по курсу быстрой энергетики, и, я надеюсь, созданы БН-1200, который планируется, докажет его конкурентоспособность, а это означает то, что понадобится значительное количество ядерных материалов в виде плутония. А его можно получить только при переработке ядер. Поэтому нужны эти мощности, и мы в этом направлении двигаемся. Второе, подходя немножко к ЖСР, значит, выбрана новая стратегия, и, наверное, она достаточно правильная, мы ее докручиваем, обосновываем. Мы говорим о том, что нужно снижать количество отходов, долгоживущих, о чем вы говорите. Поэтому предлагаем вот то, что образовалось при, значит, переработке АЯТ, разбить на 3 кусочка. Первое. Технологически мы владеем и обладаем технологией выделить цезий-стронцевую фракцию. Она короткая, она и у нас есть... Да. Да, она короткая, короткоживущая, правильно, если, извините за термины, как уже увлекаюсь просто. И у нас есть технология ее отвержения. Короткоживущая, это с действием потенциальной опасности 300 лет. Для многих это может, атомная энергетика. Это может быть долго, но 300 лет — это измеримое расстояние управления риском, считается. Отставили в сторонку, значит, эту вещь. Следующая, значит, задачка — выделить как раз, вот, как мой коллега и собеседник назвал, эти противные яды минорные, да, которые действительно очень активны, имеют, значит, огромные периоды полураспада, но даже бог бы с ним, один элемент, переходя в другой, становится еще многократнее долгоживущим, чем был предыдущий. Вот в чем вся. И здесь задача у нас как раз выделить эту фракцию, разместить ее, поместить в топливную композицию, и быстрая энергетика позволяет перевести эти минорные актиниды в другие, более значительно короткоживущие, значит, нуклиды, тем самым снизим. И, безусловно, без отходов, к сожалению. Кстати, вот все, что было сказано, наши братья-журналисты называют словом «дожигание». Вот как хотите, так и понимаете. Дожигание. На самом деле внутри реактора проходят, опять же, ядерные реакции, которые переводят вот эти минорные актиниды в другие химические вещества, у которых другие свойства. Короче, период полураспада, другой спектр излучения, они менее опасны, с ними уже легче намного работать. Вот это все в одно слово «дожигание». Для того, чтобы вы ничего не понимали. Дожигание. Ну, оно достаточно понятно и, значит, ощутимо, значит, для людей. Дожечь мусор там и так далее. И вот мы подходим к тому. Выделили еще одну фракцию, да, минорную. Остаточки все равно, какое-то количество отходов будет, но, уважаемые коллеги, при применении такого дробления в упрощенном виде количество РАО снижается на первом только шаге в 50 раз. В 50. Это такой колоссальный шаг. Теперь вернулись к ядам, к нашим, к минорным. Их действительно можно дожечь, как вы только что сказали, в быстрых реакторах. А дальше, как обычно, наука, ученые не стоят на месте
И рассматривается несколько вариантов. С одной стороны, мы разрабатываем линейку РБН, быстрых реакторов, которые планируем эксплуатировать промышленно. Возможно ли там дожигание? Да, возможно. Достаточно ли тех мощностей для дожигания того, что будет образовываться, и то, что уже накоплено? С первого взгляда точно нет. То есть они действительно смогут решить точно проблему внутреннего цикла своего. Это однозначно и точно, это подтверждается все расчетами. Ну и, наверное, какую-то дольку накопленного взять. Но так как мы масштабно, во-первых, начнем перерабатывать, у нас количество пиково будет возрастать, нам нужен... Тем более, что Росатом не останавливается, Абсолютно он строит точно. новые и новые реакторы. Нам нужно новое решение для увеличения эффективности выжигания вот этой фракции. И одним из таких, значит, типов реакторов является ЖСР. В настоящий момент в горно-химическом комбинате действительно реализуется проект исследовательского жидкосолевого реактора, где мы планомерно создаем реактор мощностью 10 мегаватт. И его задача отработать все технологические решения и обосновывающую часть безопасности этого реактора. То есть Росатом не кидается, значит, опять в омут с головой, да, а идет полномерно, разрабатывая нормативную документацию, разрабатывая новые составы металлов, потому что там очень достаточно сложная система, проводя кучу, значит, огромное количество исследований и обследований. И вот все вот это счастье должно случиться к 30 году. Но, уважаемые коллеги... Такой вопрос. Вот что за название? Жидкосолевой. Вот что это значит? Там уже нет ТВС, уран в каком-то... Абсолютно точно. Какой-то супчик там плавает с ураном. Ну, да? если упрощенно, да. В чем растворяют? Есть такие химические, значит, соли, которые действительно при нагревании могут растворять металлы. Плутоний, америций, кюрий. И да, действительно, в типе этом реакторе используется жидкая соль, как сама топливная композиция, в которой определенной степенью рода идет управление с последующей переработкой там в концепции. Но это действительно жидкая соль, которая при потере минимальной температуры превращается опять в твердое вещество. Просто застывает. То есть розоливые, проливые, там, компаунды запрещены. Второе, она работает без давления. Это реактор без давления. И действительно, потенциально, все нам ученые доказывают, что ЖСР – это в том числе реактор 4-го поколения. Там можем долго... Такой материаловедческий разговор. Я пытаюсь себе представить материал реактора, в котором в горячем растворе солевом и минорные актиниды, и уран. Вот что за материал это может выдержать? В настоящий момент какие сплавы надо для этого придумать? Выбраны несколько марок сталей. И сейчас, вот в течение нескольких лет, мы будем различными, как это сказать, террористическими и изуверскими способами издеваться над этими сталями, чтобы доказать, что в таких условиях они действительно выстоят. Это такая большая планомерная работа, но, во-первых, это очень здорово, это определенный толчок в развитии металлургии, вот прям целого направления, и эти составы стали и металла могут использоваться и в других направлениях. Поэтому такой вроде бы исследовательский реактор, а он тащит за собой достаточно такой широкий спектр развития новых направлений в целом, да, значит, связанных с атомной энергетикой, которые могут дать толчок и другим направлениям. Да, потому что так будет получен сплав, который будет... Но я не ответил на главный вопрос, зачем ЖСР? Потому что его эффективность выжигания, значит, по расчетам, которые предоставляет нам наука, в несколько раз выше, чем в РБНах другого состава. В быстрых реакторах. Да. Это тоже быстрый реактор, но быстрее... Я помню слово, которое вот гетерогенное, там, где
теплоноситель отдельно, ядерное топливо отдельно, а это гомогенное, здесь все сразу. Вот тот самый супчик, где варятся и минорные актиниды, и уран, и вот все, что хотите. Гомогенный быстрый реактор. Я просто хотел бы, чтобы все услышали нас, что мы не балуемся, мы не играемся, мы планомерно понимаем, что такое жидкосолевой реактор. Ну и для примера, например, в 50-е годы несколько реакторов в мире таких запустили. Параллельно с нами реализуется в различных странах 17 проектов на разных стадиях, да. А китайцы уже получили, значит, лицензию на эксплуатацию 2-мегаваттного, тоже маленького исследовательского реактора. Там другая соль, другой тип. Ну, принципы, да, примерно одинаковые. То есть, значит, направление точно имеет место обратить на себя внимание. И сейчас мы, доказав его безопасность, сможем сказать, это действительно так или нет. Но это большая длинная работа, но здесь, как говорится, не 7 раз отмерь, а 37, а может 1007, чтобы один раз отрезать. И смотрите, выстраивается цепочка, если прием горно-химический комбинат. У нас есть хранилище хранилище отработавшего ядерного топлива, как мокрое, так и сухое. Мы создаем комплекс по переработке, значит, отработавшее ядерное топливо, и получим 2 целевых компонента. Регенерированный уран, который у нас уже используется, и мы умеем, и плутоний, который мы тоже умеем использовать на горно-химическом комбинате. Я напомню, просто находится единственное производство по выпуску топлива. МОКС-топливо, смешанное, да, уран-плутониевое топливо. Плутоний пошел в энергетику, а дальше у нас остались отходы, и мы, как договорились с вами, только что делим их на 3 части. Одну храним долго, и оно через 300 лет потенциально вообще становится не опасным. С этими сжигаем, как проще будет понять, переводим опять потенциальную опасность из миллионов лет в какие-то сотни. Ну, чтобы было честно, и чтобы никто бы нас тут с вами не обвинил, что вот кинули, сожгли и забыли. Нет. И в 50 раз в итоге снижаем количество высокоактивных радиоактивных отходов, которые нужно поставить, ну, действительно, на хранение, на управляемое. И в том же Красноярском крае, на той же площадке, мы создаем подземную исследовательскую лабораторию, которая докажет возможность или не докажет возможность глубинного захоронения высокоактивных радиоактивных отходов. И таким образом мы замыкаем полностью цикл и многократно используем, значит, ценные компоненты, минимизируя количество отходов, которое может, мы считаем, что не может, но потенциально всегда есть риски, может повлиять. Но для этого создается вот такая огромная инфраструктура. Вот, собственно, все те направления, которыми занимается дивизион экологические решения как предприятие, а дирекция по госполитике разрабатывает нормативно-правовую регуляторику. Безусловно, мы это делаем не одни, а взаимодействие с Ростехнадзором, с различными институтами, НТЦ, ЕРБ, то есть задействованы. Поэтому, несмотря на то, что, значит, задачек много, но мы точно не одни на этом поле. Ну, есть еще вопросы по поводу водоводяных реакторов, которые тоже рано или поздно придется выводить из эксплуатации. Вот на Воронеже вроде бы был организован инженерный центр, который за эту задачу брался. Я так понимаю, что это тоже в ваш периметр перейдет. Не совсем так. ВВР-440, мы их продлевать... Не совсем так. Концерн все-таки такой большой, у нас огромный дивизион, который действительно, не торопясь и очень размеренно, он сказал, мы понимаем, что такое реактор, и это правильно, что они взялись. Ну, мы с вами не плотники, допустим, да, нам сейчас дайте рубанок в руки, ну, конечно, мы что-нибудь настругаем. И возможно, что испортив десяток другой, значит,
плашек, у нас Оставив 2-3 пальца. когда-то что-то получится. Действительно, люди, профессионалы, которые понимают, что это сказали, давайте мы планомерно попытаемся разработать технологии. И они это делают. Просто нет готовности еще полной инфраструктуры по обращению с активными отходами, поэтому здесь идет правильная, четкая работа. Она идет опять. Это не один, значит, ОДЦ там Нововоронежа спрятался или один концерн. Это идет стратегические, значит, планирование совместно с дивизионами, смотрим, где какие силы использовать. Это такая совместная работа. Но на первом этапе доверили людям делать работу, в которой они лучше понимают и сделают ее точно наиболее безопасно и эффективно. Ну, все равно мне надо еще вот какое-то время, чтобы попытаться понять, где же ваш горизонт заканчивается, потому что круг имеет какой-то диаметр невероятный. От халатов дежурных смен на атомных электростанциях куда-то к атомным подводным лодкам и в горы Киргизии и Таджикистана. Не представляю, как вы с этим справляетесь, насколько вам не скучно одновременно все это не выпустить из поля зрения, включая совершенно новые научные разработки. Вот что касается реактора жидкосолевого, это передовой край науки на самом деле. Вот. Точно не скучно. Точно не скучно, но точно важно и интересно. Первая важность задач и их интересность всегда, значит, на мой взгляд, да, опять же, это мое выскажу мнение, толкает любого человека к тому, чтобы идти вперед. Еще здорово то, что это никто никогда не делал. И задачи разноплановые, то есть есть куда приложить знания и умения. На следующий момент просто как человек, отстранившийся от директора, вчера мне очень понравилось, как сказал Алексей Евгеньевич, как вы видите будущее Росатома. Он сказал, я бы хотел видеть, чтобы горела лампочка по фамилии Росатом в каждом доме, но это возможно только если вот та составляющая, о которой мы сегодня с вами говорили, будет действительно безопасна, и все поверят, что это одна из самых зеленых энергетик. А это действительно так. Мы, как профессионалы, в это верим и движемся в этом направлении. Надеюсь, наша стратегия по лампочке в каждом доме по фамилии Росатом, а дальше, я все-таки думаю, не только в Российской Федерации, будет осуществлена. Но нельзя при этом забывать, что у газовых деломастеров свое мнение по этому поводу. Это же нормально. И здесь, наверное, мы все реальные люди, охватить необъятное невозможно. Нужно видеть, значит, границы роста, их ощущать, измерять и в них идти. А работы хватит для всех, и тем более опять чисто стратегически ложить все в одну корзину, это не всегда правильно, и примеры мировые, это показывают. Конечно, лучше иметь несколько столпов опор, и энергетических в том числе, которые будут только делать все то, чтобы наша страна развивалась. Спасибо за то, что нашли время. Спасибо за беседу. Очень надеюсь, не последний раз. Да, Спасибо. с удовольствием.